Итак, всем привет! Сегодня хочу вам рассказать о своем новом приобретении, о своей новой такой игрушке, которая будет полезна не только для дома, для ремонта и так далее, но и для всяких экспериментов, которые я очень люблю. Эту игрушку я купил по акции, которую устроил сеть магазинов Leroy Merlin и компания Stanley. Ссылочку я оставлю под описанием на страницу, где именно эта акция проводится. Там, короче, интересно будет не только самодельщикам, мастерам, но и футбольным болельщикам. Так что заходите, смотрите. Там много инструмента на выбор по этой акции. Разыгрываются призы, в том числе с футбольной символикой. И 2 билета на чемпионат в Барселону, на игру футбольного клуба Барселона. Так что у вас есть шанс попасть в Барселону. Так, ну а теперь небольшие характеристики. Это технический фен строительный, который я выбрал пока. Думаю, сейчас я, потому что с фирмой Стэнли еще ни разу не работал с инструментами. Взял пока фен, посмотрю, как он в работе, как он, потестирую его недельку, покажу вам результаты все. И если мне понравится, я там уже присмотрел себе дрель-шуруповерт. Если мне все устроит в этом аппарате, я себе возьму еще и дрель-шуруповерт. Так, ну а теперь небольшие такие характеристики. У него 2 скорости, у этого фена. Первая скорость от 50 до 450 градусов Цельсия. На второй скорости он выдает от 70 до 600 градусов Цельсия. То есть вам видно. Сейчас я даже приближу. Опа. Вот они, его характеристики основные. На первой скорости он выдает 300 литров воздуха в минуту, на второй 550 литров в минуту. И что немаловажно, у него 4-метровый кабель. То есть редко встретишь инструмент, у которого длинный кабель. Обычно 1,5-2 метра. То есть всегда за собой нужно носить переноску. У него 4-метровый, это обалденный плюс. И при регистрации на сайте, то есть так у него дается гарантия 2 года, между прочим, 2 года, не год как обычно, а 2 года. При регистрации на сайте гарантия увеличивается еще на год. То есть 3 года гарантии. Ну и мощность у него 2000 Вт. Ну а теперь раскроем, посмотрим, что там внутри. Ну я вам, понятно, вы уже поняли, что я его уже раскрывал. Комплектация там не совсем обычная. Так. Раскрывается он у нас вот так. Вот так он открывается. Металлические защелки, что немаловажно для кейса. Так, ну и у нас сразу... Так, чтобы мне подставить. Ну ладно. Мы имеем... Так, это ручка. Потом объясню для чего. Теперь сам фен. Сам фен тоже сейчас объясню, покажу все его функции. И дальше у нас куча насадок идет. У нас есть шпатель. Вот он шпатель. Обдирать краску и так далее при работе. И несколько насадок с широким, с соплом, с узким соплом. Например, для вот эта насадка спаивать пластиковые трубы. То есть одевается на фен и полностью по кругу горячим воздухом она обдувается. Дальше, вот те насадки, которые подальше, вот эти вот 3 насадки, они как раз таки накручиваются на вот эту вот ручку, которую я вам показал перед этим, для защиты именно стекол, окон. То есть, когда вы где-то обдираете краску на раме деревянной или еще где-то вблизи стекла, то как раз вот эти вот насадки, они разной формы, они защищают стекло от действия горячего воздуха. То есть, чтобы не треснуло, не лопнуло стекло у вас. Комплект, я вам скажу, меня впечатлил. Потому что много чего я смотрел, выбирал когда фен себе, другой раньше, термофен именно. Он вообще идет без насадок. И я даже смотрел, видел на ютубе, что люди просто себе их доделывают, сами придумывают. А здесь все в сборе, ну и плюс вот документация. Тут лежит документация вся на него. Так, ну а теперь начнем фен покажу.
Теперь кейс в сторонку. Итак, вот он у нас фен. Шнур я еще не распутывал, поэтому я не знаю, а вдруг он не 4-метровый. Рулеткой еще бегать не буду, но на глаз будет видно. На глаз будет видно, что он, ого-го, 2 моих роста. Отличный, отличный шнур. Так, ну что я вам скажу, по ощущениям совсем он легкий, удобный. Вроде с виду кажется большой, а так удобный. Так, вот, переключение скоростя, включение его и переключение скоростей. 0, 1, 2. То есть выключение, включение, первая скорость, вторая скорость. Здесь все есть. И регулятор температуры. В общем-то и все здесь настройки. Сейчас стоит на нуле. Поворотом по часовой стрелке прибавляем температуру. И вот она у меня на максимум. Ну, я же говорю, по ощущениям, по тому, как он лежит в руке, прям. Ну, и как у всех, наверное, фенов, есть функция установки на стол. То есть он спокойно ставится на стол, даже если шнур его сильно и не потянет. Тут, наверное, прорезиненная подошва, которая, вот, например, на столе держится аж с залипанием. Отличный фен. Вот такое у него сопло по умолчанию, скажем так. А дальше на него уже надеваются насадки. То есть вот, например, для пластиковых труб ставлю насадку. Вот. Установил. И теперь можно вставлять трубу, если вам нужно. Слегка изогнуть ее. Или, ну как написано, можно даже спаивать. Не знаю, не пробовал, буду пробовать, испытывать. И все это вам расскажу. Короче, отличная штука. А теперь переходим к испытаниям. Ну, вернее, это у вас сейчас пройдет пару секунд, а для меня это пройдет неделя. Я хочу его поиспытывать, посмотреть, что он может, что не может. И дальше вам расскажу. Итак, эксперимент номер 1. Как я вам уже сказал, мне этот фен нужен больше для всяких экспериментов и моих самоделок, чем по своему стандартному назначению. То есть, может быть, когда-то мне и придется с помощью него снимать краску, но все-таки я хочу его использовать в других целях. Например, сейчас я хочу попробовать расплавить свинец. Не свинец, олово. Свинец, в общем-то, плавить пока мне незачем. Олово я хочу расплавить. То есть, если получится его расплавить, значит, его можно использовать вместо паяльника. Там, где стандартный паяльник бесполезен, например, паять ванну радиатора и так далее, как раз может пригодиться мне этот фен. И сейчас при вас попробую его распаять, это олово. Поставил насадку узкую. Ну, это самая узкая, то есть направленная струя. И попробуем. Включаем. Так, включаю я. В инструкции написано, обязательно перед использованием любого инструмента читайте инструкцию. Потому что самонадеянность, она бывает чревата. И в каждой инструкции есть своя фишка. Например, в инструкции к этому фену написано, что его сначала нужно слегка разогреть. Например, на первой скорости. И немного температуры дать. Так, ну я думаю, сейчас не опасно рукой проверить. Нет. Ага, горячий пошел. Горячей. Ну, думаю, наверное, уже можно включать вторую скорость. Ах ты, жарит сильнее и сильнее. Так, включаю вторую скорость и прибавляю температуру. И пробуем плавить свинец, олово. Что я все свинец говорю? Интересно, сколько мне его придется греть. Я сейчас включил его на полную мощность. Чтобы... О, смотрите, на ваших глазах буквально не прошло и половины минуты, как олово пошло плавиться. То есть он работает. Уже для этих целей он мне пригодится. Смотрите, даже сдувает олово. Отлично. Есть. Так, а теперь также добавляем температуру сначала. И на второй скорости его продуваем. Это, скажем так, желательно делать. Не всегда это возможно, когда работаешь им.
Но желательно делать так, чтобы его чуть-чуть остудить. Есть. Вот, на ваших глазах расплавил олово. Так, чтобы тени не было. Тут. Ну, тут не нагрелось, нормально. Олово есть, застыло, все нормально. Так, следующее, что хочу вам показать. Следующее хочу вам показать. Хочу расплавить трубу ПВХ. Понятно, что она расплавится. Сейчас расскажу, для каких целей. То есть обычная водопроводная труба ПВХ с синей полоской, то есть, значит, ей не страшно перемерзание и так далее. Обычная труба. Я в одном из своих роликов показывал, как я делаю ручки на ножи себе на инструмент всякие из этих труб. Нарезаю ленту и горелкой газовой нагреваю, наматываю. Оно сплавляется, получается монолит отличный. Что мне нравится ПВХ, это то, что он не колется. Потом по ручке ты даже стучишь молотком, она не ломается. И вот я сейчас еще хочу вам показать одну фишку. Короче, я собрался теперь с помощью этого фена делать шкивы на электродвигателе. То есть беру емкость, ну понятно, не эту, это мизерная, это так для опыта. Беру емкость определенную, какая мне нужна, нарезаю туда этого пластика и плавлю феном. Ну сейчас я наугад, понятно, буду плавить, а со временем я уже поймаю температуру, какая мне нужна, чтобы пластик не загорался, не дымел, а просто плавился. То есть наплавил полную емкость эту, там чашку какую-то или что, пластика, дал ему остыть. В середине засверлил отверстие по валу, который нужен на двигатель. Надел на вал, зажал, включил двигатель и потом стамеской или напильником вытачиваешь шкив, какой вам нужен и сколько нужно ручьев. Вот для этого мне нужен опять же этот фен. Потому что горелкой газовой или где-то там на плите или еще чем-то это не получается. Потому что пластик начинает гореть снизу. А тут с помощью равномерного прогрева я хочу этого добиться. Сейчас попробуем это сделать. Так, подложку надо. А то у меня подставка моя импровизированная сгорит. Так, ну сейчас опять на второй скорости я буду. Только не на всю температуру. Поехали. Ух ты, ее сдувает. Второй скорости. Ну-ка. Так, а вам видно? Видно, да? Нужно увеличить. И вот вы видите, как пластик плавится, но никакого дыма нет. И когда произойдет равномерный уже прогрев полностью, там вашей какой-то емкости, он не будет остывать. Вот, пошел наш пластик. Он мне все больше нравится, этот инструментик. Почему я его раньше не купил? Смотрите, что он творит. Вот, если бы сейчас была бы эта глубокая емкость, можно было бы добавлять, например, вот так. Вот так. Сюда пластик. Но только не по одному, а прямо насыпать. И здесь надо было мне, наверное, уже насадку эту снять, чтобы шире была струя. Но это не фатально, это просто эксперимент, который провожу при вас первый раз в жизни. Я действительно еще не пробовал его вот этим феном плавить пластик. Главное, что он плавится. И плавится он неплохо. И температура сейчас только на середине стоит. Потому что я побоялся, что он загорится. Ну попробую сейчас на всю. Ну-ка. Вот, на полную включил. Посмотрим, что он сейчас сделает. Если он не будет его зажигать, это вообще будет конфетка. Вот видите, наверное, уже, что пластик расплавляется между собой. Разные кольца между собой сплавились уже. И он все расплывается и расплывается.
Так, хватит, ладно, занимать ваше внимание. Убираем температуру. Продуваем его чуть-чуть. Вот что получилось. Так, а я не взял ничего, чтобы показать вам. Ай-яй-яй, сейчас. Итак, смотрим, что получилось с пластика. Смотрите, если его нарезать ленту, его сразу можно наматывать на любой инструмент. То есть, вот, к примеру, отвертка. Вот она, отвертка. Так, ну-ка. И сюда прицепить его, одну ленту, и наматывать, прогревать. Получается вот такая штука, балабаха на отвертке. И потом ее обточив, получается ручка любой формы, какая вам нужна. Так, теперь фен пусть остынет немножко, потому что мне нужно будет поменять насадку. Эту насадку я сниму, поставлю вот эту насадку и попробую согнуть трубу ПВХ. Тоже ни разу не пробовал, но сейчас пусть остынет, перекур маленький и продолжим. Так, не получилось у меня, короче, согнуть трубу, но в этом виноват не инструмент, он выполнил свою функцию, а виноваты мои руки. Нужна тренировка и сноровка, чтобы согнуть трубу. Но это ладно. Итак, в итоге, в заключении, что я хочу сказать. Инструмент отличный. Нет никаких недоделок. Все подогнано, все ровненько, ничего не трещит, ничего не хрустит, ничто не сплавилось. Я при вас на полную температуру его включал. Все нормально, все отлично. Покупайте инструменты Стэнли, а я бегу заказывать шуруповерт. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И одними из первых обзор на шуруповерт увидят, конечно, мои подписчики. Так что еще раз скажу, подписывайтесь на канал, ставьте, нажимайте колокольчик. Всем удачи!